Привет, любители, привет, профессионалы! Сегодня покажу вам достаточно простой способ, как, согнув 6 вот таких интересных заготовок, потом сварить, покрасить тяп-ляп и получить за это 85 тысяч российских рублей. Неплохо, да? Я даже думаю, что где-то 85 тысяч с копейками. Так что, поверьте мне и знающим людям, они никогда не обманывают, что все настолько легко и просто, что многие, кто занимаются тем же, даже не делают тяп-ляп, как я, а берут за это гораздо большие деньги. Так что, парни и девчонки, я хотел бы, чтобы вы сегодня внимательно посмотрели этот ролик, внимательно посмотрели и присмотрелись ко всем моим тяп-ляпам и в комментариях дали мне совет. Может, действительно надо делать все проще, а вместо 85 тысяч замахнуться уже на сотку. Так, ладно, ну а пока начинаем зарабатывать. Итак, 80% успеха для меня и трудностей составляет правильно изогнуть вот эту заготовку. Вернее, 6 таких заготовок, потому что 2 из них должны повторять друг друга через определенное расстояние. Так вот, что касается загиба трубы, можно это сделать разными способами. Самый простой, наверное, это всунуть его в аппарат Profi 5 и на вот этих чудесных валах прокатать. Можно, конечно, использовать и ручной станок, вернее, трубогиб от компании Удачный. А можно, конечно, и по старинке на ручном станке для холодной ковки. Вот он, мой старый агрегат, никуда он не делся, стоит. И прекрасно себя чувствует и функционирует. Так вот сейчас покажу, как на нем делать вот такие дуги. Так, для этого нам понадобятся вот такие кондуктора. Здесь у меня их большое количество, все они под свои нужды. Давайте возьмем самый простой и установим его в наш станок. Делается все это примитивно, посредством вот таких болтов и просверленных отверстий. Выглядит все это вот так. Сейчас покажу вам. Так, кондуктор крепить не буду. В принципе, я уже все, что надо, поизгибал. Сейчас просто на примере трубы 20 на 20 покажу вам, как это делаю я. Аккуратно вставляем, фиксируем. Изгибаем. Переставляем и снова изгибаем. Потом все это, ребята, достаем. И снова изгибаем. Кстати, за счет большого рычага делается все довольно примитивно. И просто, да, тут справится даже дрищ. Так, как я уже и говорил, самое трудное здесь, ребята, это подогнать 2 наших заготовки. Как видим, здесь у нас немного это не получилось. Но доработаем в процессе. В общем, едем дальше. И как обычно начинаем с зачистки, обезжирки и фосфатации металла. Как декоративных элементов, так и профильной трубы. Трубой сейчас просто протираю раствором, ну а декоративные элементы легче всего обезжирить методом окунания. Поэтому ненадолго замочим их в растворе. Металл нынче дерьмо, а эти процедуры должны продлить ему срок службы. И да, именно эти подготовительные процедуры, которые многие игнорируют, я и называю тяп-ляп. Итак, обезжиренная и зафосфатированная труба выглядит вот таким образом, поэтому переходим к сборке. Обязательное условие. Все окончания перед завивкой элементов пропускаем через грунтовую ванну.
Сборка элементов не составляет большого труда, если у вас есть мел и немного фантазии. Так, мы с вами чуть не забыли про декоративные элементы. Это первое. Ну а второе, все сварочные швы, прихватки, а также места под ними проходим повторно фосфатирующим раствором. Ну а чтобы ускорить процесс сушки, засовываем все это в камеру для полимерной покраски. Перед нанесением первого слоя грунта обязательно слегка обезжириваем наши декоративные элементы. Также проходим грунтовкой все труднодоступные и трудно прокрашиваемые места. Внутреннюю часть элементов, куда мы не сможем достать краскопультом, обязательно прокрашиваем в 2 слоя краской. И после того, как грунтовка подсохла, приступаем к окончательной сборке. Также не забываем обильно смазывать и профильную трубу в тех местах, которые будут перекрываться декоративными элементами. Ну вот и все, ворота собраны, выглядят просто отлично. И я надеюсь, вы сами увидели, что все довольно легко и просто. Места, где очень трудно будет загнать краску, прокрашены изначально. Поэтому сейчас следим, чтобы температура воздуха в помещении была не меньше 10 градусов и приступаем к покраске. Этот момент мы пропустим, а вернемся к воротам через пару дней. Когда краска окончательно засохла, приступаем к установке. Делаю это, как обычно, в одно лицо. Ворота весят немного, поэтому каких-то проблем с установкой не возникло, правда, пришлось немного повозиться. Просто надо делать так, чтобы ничего не провисло через время, и ворота открывались и закрывались без нареканий. Жаль, конечно, что на момент установки не было солнышка, а был последний хмурый день осени. В солнечную погоду, конечно, эта краска искрила бы и блестела, и добавляла еще больше красоты этому проекту. Что касается расцветки, то заказчица сама выбирала ее. Я делал предварительные выкрасы. Также делали выкрасы и с нанесением серебристой патины, но от нее отказались. Ну а бюджет этого проекта, то есть ворота вместе с установкой, по курсу на тот момент составила ровно 88 200 российских рублей.
Все, парни, проект закончен, деньги получены, и сейчас мы в мастерской, чтобы подвести итог. Ну, во-первых, как и говорили знающие люди, все оказалось достаточно просто. Берешь пару железячек, свариваешь их в кучу и получаешь за это деньги. Вопрос оплаты – это уже другая тема. И знающие люди подскажут и здесь. Ну, во-первых, ты не сварщик, потому что не работал электродом, не сваривал толстостенные трубы и даже не собирал донаты на поездку к подписчикам. Ты не конструктор, потому что не сделал даже примитивного чертежа. Понятное дело, что ты не слесарь, потому что работал и собирал все не по чертежу. Ты не маляр, потому что покрасил, ну, не машину, а какие-то закорючки. Ну и понятно, что установить ворота – это вообще плевое дело, каждый школьник справится. Тогда за что тебе платить, спрашивают знающие люди. И, честно говоря, ребята, ну, мне просто нечего ответить таким людям. Поэтому я посылаю их нахер. Но если серьезно, ребята, то всегда оценивайте по конечному результату. Потому что все те знающие люди, которые в сети рассказывают, как надо правильно делать, обычно не могут и 10-й части того, что могут простые гаражные мастера, которые их смотрят. Это, кстати, и ко мне относится. Поэтому всем, кому понравился мой результат, ставим лайки, кому не понравился, дизлайки. Но не забываем подписываться и обязательно комментируем. Дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, мирного неба над головой. Не хворайте, прорвемся.